Всем привет, с вами Дина. Добро пожаловать на мой канал «Коллекция рецептов». Восточные сладости – это всегда очень вкусно, сытно и питательно. Сегодня приготовим один из таких десертов – пахлаву. Рецепты пахлавы в разных национальных кухнях отличаются, и существует огромное количество вариантов ее приготовления. Многие боятся готовить пахлаву самостоятельно. Я предлагаю вам свой проверенный рецепт вкусной пахлавы. Давайте приготовим ее вместе, и вы увидите, как это просто. Для начала приготовим тесто. Прежде всего необходимо погасить соду. Высыпаем ее в сметану, хорошо перемешиваем и пока отставляем в сторону. Берем чашу, в которой будем замешивать тесто. Высыпаем в нее заранее просеянную муку, оставив совсем немного для раскатывания теста. Замороженное сливочное масло натираем на крупной терке непосредственно в муку. А для того, чтобы его было легче держать и удобнее натирать, изредка обмакиваем масло в эту же муку. Натертое сливочное масло хорошо перетираем с мукой в однородную крошку. Добавляем в чашу ванилин или ванильный сахар, сметану с содой и слегка размешанные желтки. Быстро замешиваем мягкое тесто, пока масло не успело растаять. Как только крошка собралась в один комок, перекладываем тесто из чаши на рабочую поверхность, присыпанную мукой, и еще буквально несколько секунд подмешиваем до образования однородного пластичного теста, которое должно получиться мягким и не липнуть к рукам. Перекладываем тесто в полиэтиленовый пакет или заматываем в пищевую пленку и убираем в холодильник минимум на 1 час, но можно и дольше. А пока тесто находится в холоде, подготовим начинку. В чашу миксера выливаем белки, у меня комнатной температуры, хотя это особого значения не имеет, добавляем щепотку соли и взбиваем до пышной устойчивой пены. Тем временем сахар смешиваем с ванилином или ванильным сахаром и малыми порциями, буквально по столовой ложке, добавляем ароматный сахар в хорошо взбитые белки. После того, как всыпали весь сахар, продолжаем взбивать еще 3-4 минуты до образования плотной устойчивой массы. Вот до такого состояния необходимо взбить белки. Для начинки я также подготовила орехи. У меня грецкие, но можно использовать любые необжаренные, которые надо измельчить ножом или блендером в крупную крошку. Спустя час достаем тесто из холодильника и разделяем его на 3 части, 2 из которых одинаковые, а 1 чуть больше. Это будет верхняя пышка. Присыпаем рабочую поверхность мукой и раскатываем тесто в прямоугольник по размеру противня, на котором будем выпекать пахлаву. У меня противень 30 на 40 сантиметров. Тесто мягкое, пластичное, очень податливое и легко раскатывается до нужного размера. Аккуратно сворачиваем пышку вдвое и переносим на противень, который можно ничем не смазывать, так как тесто масляное и пахлава легко с него снимется. Но если вы опасаетесь, можно застелить бумагу для выпечки. Выкладываем на нижнюю пышку половину взбитого с сахаром белка и равномерно распределяем его по всей поверхности. Поверх белка рассыпаем половину подготовленных орехов. Раскатываем точно такую же вторую пышку и выкладываем ее поверх орехов. На эту пышку ровным слоем распределяем оставшиеся взбитые белки и высыпаем вторую половину орехов. Раскатываем последнюю верхнюю пышку, которая должна быть по размеру немного больше. Аккуратно складываем тесто вдвое и переносим на противень, полностью накрывая всю пахлаву. Подворачиваем края верхней пышки под основание, как бы запечатывая края со всех сторон. Вот что должно получиться. Сейчас подготовим льезон. Желтки слегка разбиваем, добавляем молоко, все хорошо перемешиваем и мягкой кисточкой полностью смазываем пахлаву. Надрезаем верхний слой еще сырой пахлавы, не доходя до основания, на классические ромбики, размечая будущие порционные куски.
Посередине каждого ромбика укладываем половинку ореха и слегка его прижимаем. Отправляем подготовленный противень в заранее разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем 25-30 минут. Затем достаем пахлаву из духовки, обильно поливаем жидким медом и возвращаем в духовку еще на 10-15 минут. Время выпекания зависит от вашей духовки и от высоты самой пахлавы. Наша пахлава с орехами и медом готова. Достаем ее. После остывания прорезаем пахлаву до конца, укладываем порционные ромбики на блюдо, подаем к столу и наслаждаемся бесподобной ореховой выпечкой. Пахлава, приготовленная в домашних условиях, всегда получается необыкновенно вкусной и безумно ароматной. Желаю всем приятного чаепития! Если вам понравился этот рецепт, ставьте лайк, поделитесь им с друзьями и оставьте свой комментарий. Подписывайтесь на мой YouTube-канал «Коллекция рецептов» и нажмите на колокольчик, чтобы получать оповещения о выходе новых видео. У меня на канале есть и другие вкусные рецепты, в том числе сладкой и несладкой выпечки. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина. До новых встреч, до новых вкусных рецептов.